Привет! Капуста – овощ, который мы с вами часто используем и готовим из нее огромное количество блюд. Сегодня я перед собой поставила задачу приготовить из одного качана капусты завтрак, обед и ужин. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Кстати, в конце видео вас ждет небольшой бонус – еще 2 блюда с использованием капусты. Итак, я начинаю. Готовлю завтрак. С качана капусты снимаю лист. Капусту тонко шинкую и выкладываю на сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. К яйцу добавляю соль, черный молотый перец. Вливаю воду и перемешиваю. Насыпаю муку. У меня сегодня рисовая и гречневая. Можно взять любую цельнозерновую. Замешиваю однородное тесто. Тестом заливаю капусту и на медленном огне пеку блинчик. Капустный блинчик будет печься с каждой стороны примерно 3-4 минуты. Когда блинчик переворачиваю на уже поджаренную сторону, выкладываю ломтики сладкого перца и насыпаю кукурузу. Добавляю немного натертого сыра. В этот момент можно сковородку сверху накрыть крышкой. При подаче капустный блинчик сверху посыпаю свежей зеленью укропа. Во время приготовления молодая капуста полностью пропекается, но при этом кукуруза и перчик слегка похрустывают. Блинчик получается очень нежным, а добавление сыра делает это блюдо похожим на пиццу. Далее качан капусты режу пополам. Половину использую для приготовления обеда, половину для ужина. На обед приготовлю фаршированную капусту. Капусту опускаю в кипящую подсоленую воду, провариваю примерно минут 5, чтобы стало явно видно, что в середине капуста стала значительно мягче. Вынимаю капусту из воды и оставляю остужаться. Пока капуста остывает, готовлю фарш. Для фарша беру много зелени. Зеленый лук мелко нарезаю, также измельчаю зелень кинзы. По желанию можете взять петрушку или укроп. Ну и, конечно же, небольшой зубчик чеснока. Нарезанную зелень и чеснок отправляю к фаршу. У меня фарш в равных долях из говядины, куриной грудки и куриного бедра. Фарш солю по вкусу и добавляю специи: сушеный лук, черный молотый перец и паприку. Фарш хорошо вымешиваю, добавляю к нему немного воды, чтобы был более жидким. Капуста немного остыла, теперь спокойно можно руками ее разделять на листики. Но целостность обязательно нужно сохранить, я лишь удаляю самую сердцевинку. И выкладываю ее на дно посуды, в которой буду запекать капусту. Готовым фаршем аккуратно тонким слоем промазываю листья капусты. Получается этакий слоеный тортик. Переворачиваю ее и выкладываю в форму. Руками придаю слегка округлую форму. Сверху промазываю сметаной, закрываю крышкой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Для приготовления этого блюда прекрасно подойдет утятница или керамическая чугунная жаровня. Если же их нет, возьмите глубокую форму для запекания и первоначально прикройте сверху капусту фольгой. Через 45 минут крышку с блюда снимаю и еще на 15-20 минут отправляю в духовку, чтобы капуста сверху подрумянилась. Вот такой большой ленивый голубец получается. Блюдо, в общем-то, не хитрое, но очень ароматное, сочное и вкусное. Чтобы было более сытно, можете подать любой гарнир – рис, гречку, булгур, а мне нравится просто со свежими овощами. На ужин готовлю салат из капусты с легким азиатским колоритом. Режу капусту кубиками и на минуту опускаю в кипящую подсоленную воду. Такая манипуляция делает капусту чуть мягче, при этом усиливает зеленый цвет и сладость вкуса. После горячей воды капусту сразу же опускаю в холодную минуты на 2, чтобы остановить процессы приготовления. Из холодной воды капусту вынимаю и даю ей полностью стечь. Выкладываю в салатник. Для заправки мелко режу зеленый лук. Добавляю к нему нарезанный сладкий красный перец и измельченный чеснок, ну и, конечно же, немножко колечек чили. Наливаю соевый соус, красный винный уксус и кунжутное масло. Заправляю капусту, перемешиваю и оставляю промариноваться минут на 15. В это время готовлю куриную грудку. Куриное филе режу мелкими брусочками. Выкладываю на сухую антипригарную сковороду. На несильном огне готовлю, постоянно помешивая. Как только все кусочки станут белого цвета, вливаю соевый соус. И готовлю куриное филе до того момента, когда соевый соус полностью не выпарится. Курицу можно остудить, а можно прям горячей выложить к капусте. При подаче сверху салат посыпаю измельченными грецкими орехами. Вот такой яркий, сочный и сытный салат получается. И сочетается в нем очень много интересных вкусов. Сладость капусты и красного перца, и острота перца чили, и, конечно же, аромат кунжутного масла.
Дальше покажу еще два очень интересных и простых рецепта из капусты. Капусту тонко шинкую и дополнительно еще измельчаю ножом. Добавляю соль и хорошенько капусту обминаю руками, чтобы она стала мягче. Добавляю фарш из куриной грудки и из бедра индейки. Натертую на мелкой терке морковь, измельченный репчатый лук и чеснок. Из специй беру сушеный чеснок, черный молотый перец и паприку. Также добавляю зелень укропа и петрушки. Тщательно вымешиваю фарш и влажными руками формирую ленивые голубцы. Форму для запекания с ленивыми голубцами ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. В это время готовлю заливку. Смешиваю воду, томатную пасту и сметану. Голубцы слегка подпеклись и схватились, заливаю соусом и отправляю в духовку еще на 40 минут. Сочные румяные ленивые голубцы очень хороши со сметаной или натуральным йогуртом. Ну и как же без пирога с капустой? Тонко нашинкованную капусту обжариваю на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Сковороду крышкой не закрываю, чтобы капуста не потемнела. Уже готовую нарезаю вареные яйца. Пока начинка остывает, готовлю тесто. Для теста смешиваю кефир, оливковое масло, яйца и соль. Теперь насыпаю муку. Я взяла цельнозерновую пшеничную и кукурузную. Также добавляю разрыхлитель. Замешиваю однородное жидкое тесто. Половину теста выливаю в форму. У меня сегодня силиконовая. Теперь выкладываю всю капустную начинку и сверху заливаю оставшимся тестом. Заливной капустный пирог выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Остужаю пирог прямо в форме, после вынимаю его и нарезаю на порционные куски. Мягкий, сочный и ароматный пирог с капустой и яйцом для меня, пожалуй, идеальный и самый вкусный вариант несладкого пирога. Чудесно подойдет для завтрака или перекуса.